Всем привет, на связи компания PandaWay. Сегодня мы представим вашему вниманию вторую часть с автовыставки в Гуанчжоу. Начнем с бюджетного автомобиля ION UT. Это электромобиль, который может составить конкуренцию моделям Volkswagen ID.3 и BYD Dolphin. Длина автомобиля составляет 4270 мм, колесная база 2750 мм, что является довольно большим значением для этого класса. Несмотря на компактные размеры, ION UT имеет вместительный багажник 440 литров или 1600 литров, если сложить второй ряд. ION UT построен на платформе AEP 3.0, так же как GAC ION V второго поколения. Емкость литий-железно-фосфатных аккумуляторов пока не разглашается, так же как и запас хода. Однако известно, что автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 136 лошадиных сил на передней оси с максимальной скоростью 150 км в час. Предварительно объявлено, что стоимость автомобиля составит около 100 тысяч юаней, что примерно соответствует ценам на модели MG4 и BYD Dolphin. Следующим автомобилем на стенде ION представлена модель RT. Это автомобиль, который по своим размерам сопоставим с Toyota Camry. Его длина составляет 4865 мм, а колесная база 2775 мм. Кузов ION RT имеет очень обтекаемые формы, а коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,208. ION RT выпускается в двух версиях с запасом хода на 520 км и на 650 км. В обоих версиях максимальная ограниченная скорость 163 км в час, а мощность двигателя 204 лошадиных силы. Главную конкуренцию ION RT составит новейший лифтбэк от Xpeng Mono M03, который мы уже рассматривали у нас на обзоре. Этот автомобиль имеет один из самых низких среди серийных легковых автомобилей коэффициент сопротивления 0,194. А стоит он также от 120 тысяч юаней до 156 тысяч юаней. Также был представлен флагман от компании GAC Hyptec HL, премиальный кроссовер с инновационной технологией. В передней части автомобиля расположена скрытая интерактивная световая панель, которая управляется с помощью искусственного интеллекта. Машина оснащена полным приводом с двумя двигателями и поддерживает платформу на 800 вольт. Hyptec HL имеет лидар, выдвижные дверные ручки, 21-дюймовые диски и сплошной задний фонарь. Передние фары расположены в два яруса. Сверху светодиодные ходовые огни, снизу дальний свет, интегрированный в передний бампер. К особенностям Hyptec HL относится адаптивная пневмоподвеска и система помощи водителя IDIGO 6.0 на основе искусственного интеллекта. Длина автомобиля 5126 мм, колесная база 3088 мм. Компоновка салона будет шестиместная. Цены пока неизвестны, но смеем предположить, что цены будут в пределах BYD Leopard 8 либо Denza N9. На стенде GAC материнского бренда представлена модель S7, которая станет флагманской моделью бренда Tramchi на китайском рынке. Кроссовер построен на новой модульной платформе EV+, которая была специально разработана для электромобилей и гибридов. Его высота составляет 1780 мм. А дорожный просвет увеличен до 200 мм, что позволяет преодолевать сложные дорожные условия. Также известно, что автомобиль оснащен гибридной силовой установкой третьего поколения от компании GAC, характеристики которой пока не раскрываются. Известно лишь, что запас хода на одном баке топлива и полностью заряженной батареи превышает 1000 км. Старт продаж в Китае запланирован на 2025 год. Цена на автомобиль будет варьироваться от 320 тысяч до 450 тысяч юаней. Компания Чинан представила новый кроссовер Shenlan S05. Длина автомобиля составляет 4620 мм, а колесная база 2880 мм, что на 20 мм меньше, чем у старшей модели S7. Shenlan S05 предлагается с двумя типами двигателя, но в обоих случаях привод только задний. На выбор доступны тяговые батареи емкостью 17,1 или 27,3 кВт-час, которые обеспечивают запас хода на электрической тяге 100 или 155 км соответственно. Максимальная скорость составляет 175 км в час. У чисто электрической версии мощность электромотора увеличена до 238 лошадиных сил, а максимальная скорость достигает 180 км в час. Заряда батареи емкостью 56,1 кВт должно хватить на 510 км пробега. Стоимость базовой комплектации составляет 120 тысяч юаней, а топовой 150 тысяч юаней. На стенде компании Nissan представлена модель
совместного производства с компанией Dongfeng Sedan N7. Это первый автомобиль в линейке электромобилей Dongfeng и Nissan, который, по словам производителя, призван установить новые стандарты для электромобилей в Китае. Длина N7 4930 мм. Дизайн выглядит современно и стильно. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,208, что обеспечивает высокую эффективность автомобиля. Внутри N7 установлен чип Qualcomm Snapdragon последнего поколения. Уникальная адаптивная система искусственного интеллекта поддерживает удобную позу водителя, а 49 датчиков позволяет в реальном времени настраивать положение сидения. N7 также оснащен интеллектуальной системой вождения, включающей в себя высокоскоростной фирменный автопилот NOA. На стенде Chery творит ажиотаж. Exeed E08 вызвал фурор. E08 это премиальный минивэн, рассчитанный на 6 пассажиров и обладающий просторным багажником. Его дизайн привлекает внимание. Особенность Exeed 08 – отсутствие боковых стоек. Минивэн будет оснащен гибридной силовой установкой Compact Super Hybrid CDM 7 поколения. Он будет доступен как с передним, так и с полным приводом. Хотя не исключена и полностью электрическая версия. Длина E08 составит 5,2 метра, а колесная база 3,1 метра. Цена пока неизвестна, но смеем предположить, что будет варьироваться в пределах 350 тысяч юаней. Лавры компании Zeekr, а именно модели Mix, не дают покоя Chery. Chery представила новую вариацию Exeed Elantix ET, либо Stera ET, без центральных стоек и с возможностью разворачивать передние сиденья на 180 градусов. Модель будет представлена как в гибридном варианте, так и в чисто электрическом. Но вот тут есть небольшой нюанс. В отличие от предыдущей модели, гибридная версия получит полный привод. Старт продаж намечается на начало 2025 года. Также на стенде Chery был представлен концепт-кар Hunting Wind. Длина автомобиля составляет 5053 мм, а колесная база 3100 мм. Автомобиль обещает оснастить возможностью рулевого управления обеими осями, а также пневматической подвеской с регулируемой жесткостью ароматизаторов CDC. Разгон с 0 до 100 км в час будет занимать у модели всего 3,3 секунды. А максимальная скорость составит 260 км в час. Hunting Wind должен базироваться на 800-вольтовой силовой архитектуре. При этом в движение его будет приводить новая гибридная установка CEM. В качестве тяговой батареи выступит твердотелый аккумулятор собственного производства от Chery. А максимальная дальность хода составит более 1500 км пути без необходимости подзарядки. Ну а флагманом на стенде Chery является модель Journeo, которая напоминает Mitsubishi Delica. Этот автомобиль отличается пневмоподвеской, полным приводом и мощной гибридной системой, способной преодолевать расстояние в 2500 км. У Chery Journeo большие распашные двери без центральной стойки, что выглядит эффектно. Но пока неизвестно, будет ли это решение реализовано в серийном автомобиле. В Chery Journeo будет установлена передовая система автономного вождения CP Pilot 5.0, которая поддерживает искусственный интеллект и оснащена аппаратной платформой с производительностью 1000 TOPS. Кроме того, будет реализовано более 30 технологий, обеспечивающих безопасность и помощь водителю. Задний диван можно сложить в ровную поверхность, которую можно использовать как кровать. Передние кресла поворачиваются на 180 градусов, опять же привет Zeekr Mix. Минивэн будет оснащен гибридной силовой установкой Compact Super Hybrid CDM 7 поколения, которая включает в себя 2-литровый бензиновый мотор и 2 электромотора. Координировать их работу будет трехступенчатая трансмиссия DHT. Также автомобиль будет оснащен регулируемой пневмоподвеской на 11 см. Дата старта продаж и стоимость пока неизвестны, но будем надеяться, что в 2025 году мы сможем покататься на этом автомобиле. Далее в павильоне Chery представлена модель iCar V23. Это новый электромобиль, созданный под брендом Chery в сотрудничестве с Jimmy, который принадлежит Xiaomi. iCar V23 станет третьей серийной моделью бренда после внедорожника iCar 03T, выпущенного ранее в этом году. Несмотря на свой внушительный внешний вид, новинка меньше своего предшественника. Ее длина составляет 4220 мм, а колесная база 2730 мм. iCar V23 будет доступен с одним или двумя электромоторами, что обеспечивает запас хода в 401 км для моноприводной версии и 501 км для полноприводного варианта. Ориентировочная цена на полноприводную модель не превысит 150 тысяч юаней. Компания Dongfeng представляет свой новый роскошный лифтбэк
Sinhai S7. Это 5-метровый седан, действительно напоминающий AML7. Построен на платформе S2E, разработанный Dongfeng. Длина Sinhai S7 составляет 4935 мм, а колесная база 2915 мм. В сентябре этого года была представлена электрическая версия автомобиля с батарейкой на 56,8 кВт-часов, обеспечивающий запас хода до 555 км по циклу CLTC. Однако на выставке представлена версия с последовательным гибридом. Стоимость этой модификации пока не обновлена, но ожидается, что запас хода на одном заряде составит 235 км, и цена будет в диапазоне 130 тысяч юаней. Стенд MG радует новинкой – электрический кроссовер MG ES5. Длина автомобиля 4476 мм, колесная база 2730 мм, а на 18-дюймовых колесах обеспечивается хорошая устойчивость. То есть перед нами китайский одноклассник недавно представленных моделей Skoda Elroq и Kia EV3. Производитель заявляет о вместительном салоне объемом 4,2 кубометра. Этот паркетник построен на электрической платформе Nebula от концерна SAIC, который уже используется в хэтчбеке MG Mulan, он же MG4. Электромотор здесь один мощностью 170 лошадиных сил, что позволяет разогнаться автомобилю до 100 км в час всего за 8 секунд. Существует несколько версий с дальностью хода: 425 км, 515 и 525 км. Базовая версия доступна по цене 103 900 юаней, а максимальная 133 900 юаней. На стенде Rovi наше внимание привлекла не новинка, модель D7 DMH. Почему? Потому что это рекордсмен книги рекордов Гиннесса. Этот автомобиль способен преодолеть более 2200 километров, расходуя всего 2,5 литра топлива на 100 километров. Это достижение позволяет компании SAIC присоединиться к BYD, Geely и Chery, у которых также есть пхевы, способные преодолевать свыше 2000 километров. По размерам Rovi D7 напоминает популярную Toyota Camry. Его длина составляет 4890 мм. Колесная база достигает 2810 мм. Стоимость автомобиля варьируется от 100 тысяч юаней до 120 тысяч юаней. И опять компания Dongfeng со своей коллаборацией. На этот раз с компанией Honda. Они представили совместный седан Lynx L с 5 экранами на передней панели. Этот автомобиль отличается оригинальным дизайном и выделяется обилием граней. Особого внимания заслуживают 3 светодиодные полосы, которые сходятся у логотипа. На передней панели находится Space Smart Cockpit, система из 5 экранов, расположенных в ряд. На 2 из них слева и справа отображается изображение с камер заднего вида. Длина Lynx L составляет 4833 мм. У автомобиля есть тепловой насос, что особенно важно для электромобиля. Двигатель всего один, мощностью 218 лошадиных сил, а запас хода на одном заряде 520 км. Комплектация всего одна, и ее стоимость составляет в Китае 129 700 юаней. Но есть доп. Пакеты стоимостью 20 тысяч юаней, куда входят различные умные функции, в том числе и электронные зеркала заднего вида. Ну а если вы досмотрели до этого момента, не забываем поставить лайк, написать комментарий и подписаться. С вами была компания Pandaway. Оставайтесь с нами, и все у вас будет хорошо. Hi Nico. Hi Nico. System Devialet? Is it inside? Is it Devialet? Maybe. I didn't know. No. You say Devialet. The Vialet.